команды Надежда Анастасия Точиловой, а также главный тренер Мароша Ковачика. Мы начнем с комментариев игрока. Анастасия, пожалуйста, ваши комментарии. В первой половине удалось нам сыграть с таким серьезным соперником наравне, и было тяжело стараться выполнять задачи. К сожалению, вторая половина нам удалась менее удачнее. И сила УГМК, конечно, победила в этот раз. Вот, приятно было побыть дома, в родных стенах. И спасибо за игру. Пожалуйста, есть вопросы к Анастасии? Мы тогда отпустим игрока и продолжим разговор. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить команду, которая играла дома с победой. Эта победа была заслуженной. Я считаю, что мы играли хорошо первые 3 четверти. We are still in some process where we find the balance between outside and inside players. Like in the last game against Salamanca, our post players play really well, and guards, like let's say Perico, now they switch the role. So I hope that in the future we can find the balance with all of them. You play good, and we can be like a strong opponent as we did. Мы всегда пытаемся найти баланс между игроками 3-секундной зоны и игроками, которые находятся на 3-очковой линии. Но у нас это не всегда получается. Например, в игре против Саламанки у нас очень хорошо сыграли центровые. В сегодняшней игре, наоборот, сыграли маленькие игроки хорошо. Поэтому наша задача найти вот этот баланс между маленькими и большими игроками. И тогда мы сможем стать командой с серьезным соперником. Это все? Пожалуйста, вопрос. Добрый вечер, Марош. Чем вы можете объяснить то, что 3 ваших игрока получили штрафные, сели на лавку? I really don't to answer right on this question, because probably this is the question for the referees. You know, it's very difficult to find a balance, especially if you play really quick 2 games in a row in the Euro League and the Russian League, because the tendencies of the refereeing is different. But okay, I don't want to say it, I don't want to play the referees. They do their job. Okay, I am not like interested in of their job. Just I want to say that sometimes it's difficult, but you know, we ask from our players always to play really tough defense. So maybe it's really narrow border between like to play clear and to play dirty. So maybe we were not so lucky tonight. Ну, это скорее вопрос не ко мне, а этот вопрос можно задать судьям. Но игры Евролиги и российской лиги стоят очень близко друг к другу, и судейство в этих лигах различается. Я ни в коем случае не хочу никак судить работу судей. Это их работа, они ее делают, никаких претензий, но иногда вот очень сложно войти в игру, очень такая тонкая грань между чистой игрой и игрой жесткой, потому что мы всегда просим играть хорошо и жестко в защите, и вот эта грань, она такая тонкая, ее очень сложно найти, поэтому бывают такие... Судьи Евролиги просто позволяют играть более активно, более агрессивно. There's like many contexts in the Euro League, and they find some balance. They put the rules at the beginning of the game, and they let play both teams really tough. And right away after 2 days, when we change the league, again I don't want to blame the referees. Okay, I just want to explain the reality. Sometimes it's very difficult for our players, or any other players, not only for our players. Okay, like to change their minding from day by day. Потому что судьи Евролиги позволяют больше контакта, и в самом начале любой игры Евролиги устанавливаются правила, и они равны для обеих команд. Здесь же через 2 дня мы приезжаем на игру чемпионата России, и правила уже меняются, и очень сложно найти баланс. И это не только для нашей команды, это для любой команды, которая играет в этом. Но у меня нет претензий к судьям. This game that Екатеринбурg won, it was not about the referees.
игра, которая сегодня выиграла УГМК, мне судьи не решали. Ну, понятно. Есть еще вопросы? Если нет, тогда мы задаваем. I mean, it's a good win. Every win is a good win. It was a little bit of physical game in times, but the good thing is that we didn't lose our head. We stayed calm and we stayed in our rhythm. So that's how eventually the curve went out in the game. We were able to work a little bit on our defense, on points we wanted to work on. We still see some things that we can work on, but I think overall we did pretty good. Хорошая победа, и сегодня игра началась довольно жестко, но хорошо, что мы смогли преодолеть, мы смогли сделать большую разницу и выйти в лидеры. Нам есть над чем работать, но сегодня были также хорошие моменты, и мы забивали хорошие мячи, но тем не менее мы знаем, над чем нам еще предстоит поработать, но мы сегодня довольно хорошие. Пожалуйста, вопросы. Вопросов нет? Ну, тогда опустим игрока. Эмма, thank you very much. That's so kind, thank you. Yeah, well, I was very happy about the win today. I thought our defense was very much improved. Skill, where I was very unhappy and very dissatisfied with our defensive effort. I thought we were very, very sound, and then after a difficult first quarter, eventually we found a better rhythm offensively and came home with a very, very solid win. So overall, a good improvement. There's still more to go, but pretty good. Я очень доволен сегодняшней победой, особенно защитой. После игры со Скио я был не очень доволен нашей защитой. Она была не на должном уровне, но проходит пара дней, и мы сделали большой шаг вперед за эти дни. Сегодня первая четверть была довольно сложной для нас, но затем мы нашли свой ритм, мы вышли на должный уровень и отлично сыграли. Пожалуйста. Ну, судя по статистике, cold. тем не менее, команда проиграла подборы. Чего? Did we? Okay. We won the game 25-4. Но мы выиграли игру в 25 очков. I think that's a more important step. Я думаю, что это более важно, чем подборы. Yeah, I mean, look, Orенbурg has a roster that is not very creative on the outside. They settle for a lot of shots. Their shooting percentage is low. They know that. So what they do, they shoot it up and crash the board every time, but their whole execution doesn't get any better. So they may win the rebounds, but they still lose the game. So, and they have very good offensive rebounders. Sharapanova is a good rebounder from the wing. Cannon is very aggressive. Jones is very aggressive. I think we did a decent job, but the question always is the bottom line. And the bottom line, we controlled the game both ends. So it doesn't worry me. Оренбург — это та команда, которая забивает мячи с очень низким процентом, и особенно это вне трехсекундной зоны. И они это знают, и они совершают бросок, и затем все собираются на подбор. У них очень агрессивно играют и хорошо подбирают. Кеннон, Черепанова, Джонс, все они очень хорошо подбирают, поэтому, собственно говоря, такой большой процент, большая цифра на подборах. Наша нижняя линия — это была сегодня хорошо провести игру и не проиграть ее, выиграть и сделать шаг в защите. Мы эту задачу выполнили. Дело за подборами, предстоит работа над подбором. Пожалуйста. Олаф, предыдущая игра со Скилл, и эта игра примерно вот развивается по одному и тому же, одинаково в чем? Основные очки набирает Грайнер. То есть вот начало игры идет, только в ритме Грайнер забивает, остальные, чем можно объяснить вот то, что остальные игроки, у них такая низкая результативность в начале матча? Да, потому что потом выравнивается начало. Makes a lot of shots, and other players do not make a lot of shots. Why is that like that? And how can you explain?
Well, first of all, we have to play to our strength. Usually when we establish ourselves in a game, we first establish Brittany Griner inside, because, I mean, this is the one piece we have nobody else has. If you look at our roster, we have some good players, but BG in this respect is special. So we always establish her first, because we feel if we do that, space will open up for other players to capitalize on. So maybe our players are a little bit passive in the beginning because of that, but I think as we have more continuity, BG was also out with some injuries, they'll will get used to it and they'll make shots. I'm not concerned about that, but it's true. But also later in the game, we had a lot of more space, we had more ball movement, we had more multiple actions, and other people got going. But yeah, that's the game plan. I think it'll work itself out. Да, это действительно так, но это меня нисколько не беспокоит, потому что построение игры нашей команды начинается с того, что сначала должна заиграть хорошо Грайнер, потому что это тот игрок, которого нет ни в одной другой команде. Она в этом плане уникальный игрок в нашей команде, поэтому вся наша игра начинает строиться с нее. Как только игра начинает получаться у Грайнер, она стягивает на себя игроков и затем дает больше пространства другим игрокам. И, естественно, дальше по сценарию игры она стягивает на себя, другие игроки получают больше пространства, больше шансов для броска. И да, это так, это нормально, мы продолжаем строить команду, и в этом нет ничего страшного. Пожалуйста, есть еще? Да, в четвертой четверти Грайнер, когда я блокировала два игрока, сразу пыталась избавиться от мяча несколько раз неудачно. Вот Олаф Ланге как будет решать эту проблему, если она будет повторяться? Оренбург was trapping PG, and she was trying to Second half, actually. To pass, to make a pass, and she wasn't liking that. She was doing. No, I know. We didn't play well against a trap, I know that, but that was literally the first time we saw a trap this season. I think if you look at her numbers, the last 3 games, she had 25, 25, and 20. I think we're going to see more traps now, and we're going to start preparing for that. They knew what to do, but the timing was off, and trapping, the timing has to be on point to be able to exploit it. We got a few outside shots, but obviously you want to punish it inside as well, which is possible. But we'll work on that. That's one of the areas we certainly have to improve upon. Да, такая ситуация была, но это на самом деле первая игра, в котором игроки применяют сдваивание против BG. До этого никто не играл. Но сейчас это вот третья игра, где она набирает больше 20 очков, там 25, 25 и 20. Поэтому сейчас мы увидим больше сдваивания на Грайнер, и уже будет опыт работы, опыт игры против такого. Да, и после таких моментов мы пару раз забили 3-очковых, и опять же мы хотим бросать не только из-за дуги, но еще и из 3-секундной зоны. Поэтому мы над этим, конечно, будем работать. Спасибо. Пожалуйста, есть еще? Олаф, скажите, пожалуйста, очень блекло сегодня смотрелась на паркете Наталья Виеру. С чем это связано? Наталья Виеру didn't play really brightly tonight. Why? Well, she's actually injured. She has back problems, lower back problems that actually would have, under normal conditions, would have kept her out. But because we played Orenburg and they're pretty big, have a lot of post players, I felt in case we encounter trouble with Brittany Griner or size becomes an issue, that she would be able to give us some backup minutes, which she did, but overall she's not 100%. I mean, if you touch her on the back, she is soft. So she did a good job playing, but she's literally injured. But there was no risk, the doctor told me, so she'll probably rest now for a week, so we won't see her on the roster for Montpellier. Probably not against no teams from next weekend. У Натальи небольшая травма, у нее болит спина, поэтому сегодня, может быть, она и не сыграла так ярко.
Но у Оренбурга достаточно высокая команда, у них много больших центровых игроков, поэтому нам нужна была замена на несколько минут для Бритни Грайнер. Я поговорил с доктором, никакой опасности не было, когда Наталья вышла на площадку, но если вы затронете ее спину, она очень чувствительна, поэтому следующую неделю, скорее всего, вы ее не увидите на паркете, точно она не будет играть против Монпелье, ну и, наверное, против Ногинска тоже. Окей. Спасибо.